Здравствуйте, весы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца июня. Давайте посмотрим, что вас ожидает во второй половине месяца, какие карты вам выпадут сегодня. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, кто еще этого не сделал. Также можете оставить комментарий или любое сообщение под этим видео, лайк, если вам понравился расклад. Также буду знать, что не зря записала сегодня этот расклад, это видео для вас. Я периодически провожу на своем YouTube-канале акцию по поводу разбора, нумерологического разбора даты рождения. Смотрите в описании. Если она есть, участвуйте, не стесняйтесь, тоже буду очень рада помочь вам разобраться с вашей датой рождения и разобраться в аспекте Таро, несомненно, с датой рождения. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у весов. Вторая половина месяца июня, то есть с 15 по 30, наверное, да, до конца месяца, по 30 июня. Посмотрим, что вас ожидает. Итак, первая карта. Карта принца мечей, карта вашей стихии. Карта, которая говорит о вашем воздушном знаке, может быть, общение с другим воздушным знаком, как вы, это близнецы или водолеи, может быть, весы, говорит о быстрых решительных действиях, а также о сильных эмоциях, которые вы испытываете. Достаточно резкая карта, возможно, говорит о каких-то быстрых решениях, которые нужно принимать, о импульсивности, которая от вас исходит в этот период времени, о необходимости решать какие-то дела, какие-то вопросы. И тут же есть четверка мечей, как карта перезагрузки, остановки и паузы. Необходимо сделать временную паузу, сделать временный шаг назад от какой-то битвы или сражения, от какого-то конфликта, для того, чтобы разобраться в себе, в своих мыслях. То есть здесь вы как будто бы должны уйти от сражения в состояние отдыха, чтобы взглянуть на ситуацию с другой стороны, чтобы принять более взвешенное, возможно, решение, а не основанное на поспешности, и на рискованности, и на агрессии. Тут же есть принцесса или паж жезлов. Это такая юная энергия нового начинания, как искорки, которая может зарождаться. Да, вы можете получить какое-то хорошее сообщение или какую-то информацию, но мы уточним еще эту карту. И тут же есть десятка жезлов, перегруженность делами, может быть, умственная или физическая нагрузка. И вот эти последствия перенапряжения, они действительно могут сказываться на вас, то есть вам хочется от этого отдохнуть, возможно. Также вам хочется может, отдохнуть от тяжелых обязательств, которые на вас наложены, чрезмерная ответственность в чем-то, да, и вы считаете, может быть, что вы тянете на себе слишком много, берете на себя слишком большой груз, ненужный груз на себе несете, и у вас может быть ощущение силы, сильной усталости, мол, сколько я могу сражаться, сколько я могу с кем-то спорить и доказывать или преодолевать препятствия, там, стены перед собой перескакивать. То есть вы вот чувствуете вот это ощущение, да, перегруженности, тяжести, которая на вас есть. Даже не знаю, давайте посмотрим, какая-то обуза, да, может быть, раньше это не было обузой, но сейчас как будто превращается в какую-то обузу для вас. Тут же есть принцесса Пентаклей или паж Пентаклей, земной знак, девы, тельцы, козероги, и огненные есть, львы, овны, стрельцы, может быть, как-то имеют отношение к этому раскладу вашему. И тут же девятка мечей вместе с четверкой мечей. Действительно, может быть, знаете, по девятке мечей, как будто вы нагружены чем-то и очень много об этом думаете. То есть у вас прямо это провоцирует много мыслей, тревожностей, вот перегрузка это. Может быть, вы много работаете и ночью много работаете, и у вас мало времени остается для сона. И также вы можете чувствовать себя как будто в ловушке обязательств, которые вы на себя взяли. То есть вот как будто бы вы пообещали кому-то что-то, или вы боитесь в грязь лицом ударить. То есть вот вы взяли уже на себя какое-то обязательство, и вы стараетесь это все сделать, но по девятке мечей очень тяжело вам это дается. И чувство стресса для вас
заключается в том, что вы не можете там взять новый какой-то проект, потому что предыдущий не завершили или какое-то дело не завершили. Может быть, не хотите новое предложение принимать, потому что считаете, что с чем-то еще не справились предыдущим, или чересчур много у вас дел, и вы не можете еще это новое предложение принять. То есть вы как не можете справиться с тем количеством задач, которые у вас есть, которые вам выпадают, и поэтому, да, вам хочется отдохнуть от того, что вы уже тянете. Вам хочется по 9 мечей просто сделать какую-то паузу от стресса, который на вас постоянно наваливается. Кто-то из вас может переживать какие-то трудности на работе, возможно, потому что есть именно принцесса Пентаклей с 10 жезлов, да, то есть то, что приносит вам деньги, вас перегружает. Может быть, вы чувствуете, что слишком устаете. Тут же есть 5 мечей, 4 мечей, 5 мечей, 9 мечей выпадают у вас рядом и карта колесница. То есть, да, вы хотите продвижения в том деле, которое вы на себя взвалили и долгое время тащите, тянете. И рыцарь мечей, он довольно быстро продвигается, он имеет этот мощный заряд, движущейся быстрой энергии, которая несется вперед, имея логику, ум, вот такой острый, когда он рассекает все на своем пути этим мечом, и по колеснице тоже он торопится, он мчится к своей цели. То есть у вас цель, как довести что-то до конца начатое, и вы по 10 жезлов просто устали, потому что вот что-то не получалось так, как вы запланировали, или, может быть, это потребовало больше усилий от вас, или в этот момент, вот в этот период почему-то жизни это начало больше усилий у вас отнимать, больше сил, чем это было раньше. И вот вы понимаете, что вам все равно во что бы то ни стоило, во что бы то ни стоило вам, да, какой бы ценой это ни стоило, вам нужно двигаться дальше. То есть вы понимаете, что остановиться нельзя, да, хоть очень хочется, и вы устали, но колесницу остановить нельзя. И вы понимаете, что вам как будто все равно нужно гнать эту колесницу, этих лошадей, которые уже загнаны, но вам все равно нужно двигаться дальше, но вы как будто бы себя перегружаете, и в дальнейшем это может выйти в эмоциональное выгорание, физическое выгорание. Вы можете просто устать от чего-то настолько сильно, что это может отразиться на физическом здоровье. Поэтому нужно быть осторожнее. Может быть, вы пытаетесь бороться за власть где-то, может быть, вы где-то чересчур агрессивно движетесь вперед, и, может быть, кто-то из вашего окружения здесь борется за свою правоту, а вы пытаетесь тоже любой ценой доказать свою. Ну, да, здесь какая-то такая вот победа не совсем, не то чтобы правильная, да, но несущая большой удар, большой урон вам. То есть что-то очень утомляющее вас, что-то очень сильно изнуряющее вас. Давайте посмотрим дальше. Карта Шут. Карта Шут, карта новые возможности, нового начала. Кстати, с пажом Пентаклей она здесь у вас есть, да, под ней выпадает. И говорит о том, что вы можете думать о том, чтобы начать что-то как будто бы с нуля. То есть размышления о том, чтобы сделать какой-то шаг, который другим может показаться чересчур легковерным, чересчур таким необдуманным, да, или чересчур таким легким по шуту. И тут же принц жезлов. То есть рискнуть и начать что-то сначала, или рискнуть, начать что-то новое, что-то совершенно другое. Может быть, вы думаете, нет, я так устала на этой работе, что хочу собрать вещи, собрать чемоданы, и вот спонтанное решение принимаю, все, доделаю эту работу потом, сейчас буду отдыхать, ухожу в отпуск, хоть он, допустим, не запланированный для кого-то из вас, но вот вы понимаете, что нет, все, вот я больше так не могу, потому что меня не хватит на это, и вам нужно от этого труда просто умственного, физического, неважно, вам просто нужно сделать перерыв, отдохнуть для того, чтобы избавиться от стресса, для того, чтобы отвлечься, небольшой хотя бы перерыв, небольшой отпуск, но правда, вот может как пару выходных взять, но отдохнуть. И да, это может быть спонтанная такая вот ситуация, когда вы не думали, не говорили об этом другим, а потом раз и приняли решение, что ну вот, да, попробую-ка я сделать перерыв. Может быть, вы выходите из состояния этой борьбы по карте Шут,
делаете какую-то такую вот паузу, остановку, и какие-то решения ваши не соответствуют ожиданиям окружающих, и вы что-то такое спонтанное и нелогичное для окружающих делаете здесь, для того, чтобы подпитать свою искорку огня и вот этого вот желания дальше делать или работать над достижением своей цели. Ну, такое на самом деле, да. Давайте посмотрим дальше. Карта двойка кубков. Хорошо. Да, есть четверка кубков. То есть здесь, возможно, есть по четверке кубков. Ну, знаете, четверка кубков, она как бы о периоде говорит тоже скуки, апатии, возможно, отсутствие вдохновения и какой-то эмоциональной замкнутости перед тем, что может быть впереди, перед тем, что предлагается. То есть у вас вот по этим кубкам вот здесь вот, да, есть чаша, которая предлагается откуда-то свыше, вы ее видите, но вы ее не готовы сразу принять, вы ее, может быть, не хотите принимать, потому что это не та возможность, которую вы ожидали, или не соответствует она результатам, к которому вы идете или стремитесь. Может быть, этот вариант не принесет вам того удовлетворения, которое принес бы вот этот вариант с этими кубками, которые не реализованы. То есть вот как будто все-таки вы здесь застой такой проживаете, зацикленность на какой-то неудаче. Вот не получилось так, как вы хотели, хоть вы очень сильно старались, как волны вьючные, тянули на себе какие-то задачи, но не вышли к той норме, к той цели, которую вы хотели. И по двойке кубков, возможно, у вас здесь были какие-то партнерские отношения, которые не реализовались в полной мере. Или что-то касающееся ваших детей. Это двойка кубков еще о детях говорит. Возможно, здесь какие-то переживания из-за вашего ребенка, из-за каких-то возможностей, которые отдаются, которые есть, но их не принимают по каким-то причинам. Да, и вас это вызывает апатию, грусть, разочарование тоже, потому что очень много молодой энергии, очень много есть паж пентаклей, паж жезлов, то есть и карта шута, кстати, да, то есть акцент на юную, на молодую энергию, говорящую, что речь может идти о ребенке вашем, вы можете переживать из-за вашего ребенка, можете чувствовать какое-то недопонимание со стороны вашего ребенка, мол, не могу достучаться, пытаюсь пробить эту броню, этим мечом рассечь, но много тревожусь, переживаю, потому что он не хочет делать так, как я хочу, да, или как я считаю правильным, потому что я старше, я умнее, там, я опытнее, я уже прошел какой-то урок жизненный, да, в этом отношении. И вот вы можете из-за этого тоже переживать и чувствовать разочарование. Даже не знаю, но все-таки нужно помнить, что не вы одни принимаете решение, что нужно ориентироваться еще на противоположную сторону, на вторую половинку или на партнера в вашей работе, если вы вместе с кем-то работаете, или отношения, если речь об отношениях, на вторую половинку, что человек тоже может иметь свою точку зрения, свое мнение какое-то, и здесь нужно как-то вот считаться с этим мнением, возможно, обращать внимание на какие-то предложения, которые вносит ваша вторая половинка, допустим, вот эта двойка кубков. Дальше идет принц кубков, рыцарь кубков, да, может быть, водная стихия, водный знак имеет к этому отношение, умеренность, карта стрельца. Принц кубков, умеренность. Вам нужно больше равновесия, больше баланса. Опять то, о чем мы говорили уже. То есть нужно как-то уравновесить эту энергию, чтобы не перегружаться, чтобы не уставать настолько, насколько вы сейчас устаете. То есть вот эта потребность победить в чем-то, в любой ценой преодолеть какие-то препятствия, возможно, вам нужно сделать просто паузу перед этим финальным рывком, потому что иначе вы, если вы не отдохнете, если вы не сможете сбалансировать свою энергию, то вам будет очень сложно к этому финалу, финишу прийти. То есть вам в любом случае нужен перед движением какой-то отдых или пауза, или вот это душевное состояние спокойствия в любом случае, я даже не знаю, то есть прийти к гармонии душевной. Может быть, не знаю, какая-то медитация или что-то такое может вам здесь помочь, если вам приходится работать, и вы все равно не можете от этой ситуации уйти, там, взять отпуск. То есть вам нужно в любом случае, если вы устали, если вы чувствуете себя перегруженными или выгоревшими в какой-то рабочей ситуации, если вы склонны к каким-то ненужным спорам, ненужным конфликтам, какой-то драме, вам нужно от этого отдохнуть, вам нужно уравновеситься немножечко, сбалансироваться,
вам не нужно действовать спонтанно, особенно в ваших словах. Там, да, я знаю, что вот так нужно сделать, и не иначе, да, все остальные не правы. То есть вам нужно в вашем общении с другими людьми постараться больше лайтовости, такой больше легкости, больше умение прислушиваться и чувствовать по кубкам других людей, больше радости видеть в вашем окружении события вокруг вас, которые есть, там, в мелочах, замечать какие-то плюсы, в конце концов, что-то позитивное видеть здесь в том, что вокруг вас происходит. И 8 пентаклей тогда как будто бы и больше успеха будет в достижении ваших целей. Снова-таки принцесса кубков, снова молодая энергия, паж кубков, да, водный знак, может быть раки, рыбы, скорпионы, то есть больше по пажу кубков, больше хороших будет событий, больше хороших новостей, хороших возможностей, более легких для вас. Может быть, вам нужно каким-то хобби здесь заняться, если вы берете перерыв и отдыхаете. Да, просто вот что-то, что вам нравится здесь делать, вот как какое-то увлечение, что-то делать руками, кто-то вяжет, кто-то цветочки сажает, да, то есть вот что-то вот такое делать, чтобы это любимое дело разгрузила вас и вызвала вот это ощущение. Кто-то книжки читает, хотя это больше не похоже, как руками что-то делаете по 8 пентаклей. Кто-то на рыбалку поехал. То есть вот что-то делать руками, какое-то хобби, увлечение, что вам нравится, оно приведет к душевному спокойствию и гармонии большей, чтобы вы могли отдохнуть и двигаться дальше. Дальше тянуть на себе какой-то груз, даже не знаю. В общем, в любом случае из этого чувства подавленности нужно каким-то образом вам выходить. Весы, обратите на это, пожалуйста, внимание. Пишите в своих комментариях, насколько это видео соответствует действительности, соответствует вашей конкретной ситуации. Я буду очень признательна, если вы напишите ваш комментарий. Это позволит поднять это видео в рейтинге YouTube, позволит обратить внимание других людей на этот расклад. Возможно, он им подойдет тоже. Надеюсь, большинству из весов это видео подошло и, там, не знаю, оказалось полезным. Вы нашли что-то в нем действительно стоящее. А на этом, я думаю, сегодня с вами буду прощаться. Желаю всем всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.